У вас высокий пассивный доход, и вы хотели бы жить в Италии? Сейчас расскажу, как это можно сделать. Вы увидите, что существует весьма интересный способ для обладателей высокого пассивного дохода получить вид на жительство в Италии. Как только не называют этот вид на жительство: выбранное место жительства, вид на жительство без права на работу, ВНЖ для финансово независимых лиц и даже вид на жительство для пенсионеров. В этом видео я расскажу все о виде на жительство в Италии Residenza Elettiva, потому что много было сказано о нем хороших вещей, плохих вещей, глупостей и мифов. История статуса Residenza Elettiva. Изначально этот тип вида на жительство создавался для привлечения итало-американских пенсионеров провести старость на своей исторической родине, так как у США и Италии есть соглашение по пенсиям. Но впоследствии оказалось, что он очень даже хорошо подходит многим другим категориям граждан, от популярных ведущих российского ТВ до просто людей с высоким пассивным доходом. Форма и источник дохода. Что такое пассивный доход? Это дивиденды, доходы от ценных бумаг, доходы от аренды, прирост капитала и даже пенсии. Любой доход, который не подразумевает работу. Какой объем дохода нужно показать? Если коротко, то минимум это 32 тысячи евро в год на основного заявителя, который должен увеличиваться на 20% для супруга или супруги и на 5% для каждого ребенка на иждивении даже старше 18 лет. Я подчеркиваю возраст, потому что любая другая иммиграционная программа исключает детей старше 18 лет из иждивенцев, и их нужно оформлять либо через учебу, либо придумывать им какие-то другие пути. Поэтому возможность получить ВНЖ для совершеннолетних детей – это однозначный первый плюс данной программы. Еще раз хочу подчеркнуть, что я назвал минимальные требования к доходу. Как пример, семья из 3 человек должна показать порядка 41 тысячи евро в год пассивного дохода для получения этой визы и данного типа ВНЖ, или 3360 евро в месяц. Это очень мало, учитывая, что средняя итальянская семья примерно столько и зарабатывает, может быть чуть меньше. Если, конечно, работают оба супруга, и мы не говорим о каких-то директорах банков, а, например, контракт на заводе человека, который имеет некий стаж в пару лет. Это все сказано к тому, что с таким не очень высоким доходами итальянское консульство, особенно в нынешней ситуации в России, например, будет рассматривать вас через микроскоп, и учитывая всю свободу принятия решений по отказу для данной визы, риск отказа увеличивается. Особенно, например, если у вас нет собственного жилья в Италии, о чем я сейчас тоже расскажу. Доход должен быть стабильный и постоянный, и надежный во времени. Это означает, что, например, к доходу от криптовалюты или от игр в казино могут быть вопросы. Или, например, если доход от аренды, но контракт аренды был оформлен пару месяцев назад. Такой доход поставят под сомнение. Иными словами, подделывать документы, чтобы получить эту визу, бессмысленно, и я вообще никому не советую это делать. Она создана для тех, кто на самом деле получает высокий пассивный доход. Но я думаю, что другим она не будет интересна, так как она не дает право на работу по найму. Какие рекомендации я могу дать лично в размере дохода для этой визы? Я бы сказал так, что сегодня, в 2024 году, отталкивайтесь от минимум 50 тысяч евро на семью из 3 человек. Вид на жительство для родственников. Если в случае с любой другой миграционной программой, например, бизнес-иммиграцией, золотой визой, либо визой фриланса цифровых кочевников, сначала получает визу главный заявитель. Потом доверенное лицо запрашивает разрешение на основании уже выданной визы в префектуре в Италии по месту выбранного жительства. То тут все обстоит совершенно иначе. И мы переходим ко второму плюсу этой программы. Вся семья одновременно запрашивает эту визу. Супруг или супруга на иждивение, а также дети даже старше 18 лет подают запрос одновременно с основным заявителем. Одновременно получают иммиграционные визы и могут одновременно приехать в Италию, запросить вид на жительство, сдать все отпечатки в один день и также одновременно забрать вид на жительство. Это очень удобно, учитывая долгие сроки изготовления документов или даты вызова в полицию на идентификацию. Никакая другая виза такого приоритета не имеет, я подчеркиваю, даже золотая виза. Да, существует альтернативный способ семье въехать по бизнес-иммиграции всем вместе. Основной заявитель по иммиграционной визе, члены семьи по турвизам. Но вы не представляете, в какую это проблему может выйти, и родственники после 90 дней по турвизам станут невыездные из Италии. Однозначный плюс этой визы — подготовительная часть и этапы получения намного быстрее любой другой миграционной программы. Если сбор документов для бизнес-иммиграции может занимать от 90 до 120 дней,
то для выбранного места жительства можно уложиться дней в 20 и даже меньше. Резиденция летива и бессрочный вид на жительство. В Европе существует постоянный вид на жительство ЕС, европейского образца, для длительного проживания. Данный документ выдается на срок 10 лет, но право на его обладание постоянное. Это как некое гражданство Европы, но для иностранцев. Запросить его можно всего через 5 лет владения временным ВНЖ, по таким основаниям, как работа по найму, бизнес или выбранное место жительства. С этим документом можно работать во всем Европейском Союзе и, конечно, в Италии. Требования для получения постоянного ВНЖ для всех одинаковые, и этот документ снимает с вас любые ограничения. О нем я еще буду говорить несколько раз в этом видео. Право на работу и медицина. Минус этого вида на жительство в отсутствии права на работу и в необходимости иметь частную или государственную страховку. Сколько стоит частная страховка, вы можете сами поинтересоваться, а государственная стоит сейчас всего 2000 евро на человека. Предприниматель или работник по найму в Италии платит примерно 5000 евро в год социальные взносы, чтобы иметь доступ к медицине. А если доход высокий, то и еще больше. То есть это вычисляется из моих налогов. Так что посчитайте сами и скажите, минус это или все же плюс. Резиденция летива не подойдет никак для тех, кто планирует работать в Италии. Однако это ограничение действует первые 5 лет. Почему только 5 лет? Потому что через 5 лет владения этим временным видом на жительство можно запросить постоянный европейского образца, как я уже сказал только что. Обладатель данного вида на жительство per residenza elettiva сможет учреждать компании и участвовать в них капиталом, а также выводить прибыль в качестве дивидендов, но не сможет фактически работать. Например, открыть бар и работать в нем баристой нельзя, но открыть компанию по аренде яхт на Сардинии и быть в ней директором можно. Нужно ли постоянно находиться в Италии? Постоянно находиться в Италии с ВНЖ резиденция летива, как ни странно, не нужно. Достаточно раз в полгода приезжать в страну. Если вы получите такой вид на жительство на 2 года, то покидать Италию можно на срок, равный половине срока действия ВНЖ или в любом случае не больше года подряд. Однако, если ваша цель получения постоянного вида на жительство, тот самый на 10 лет, с правом на работу, то за предыдущие 5 лет до запроса постоянного вида на жительство вы не должны отсутствовать на территории Италии в совокупности на срок не больше 10 месяцев. Однако насчет нахождения в Италии есть некоторые разногласия. В частности, если заявить об этом на этапе запроса визы в консульстве, то консульство откажет, и вы в суде потом не сможете выиграть, потому что уже есть прецеденты, так как проситель не планирует жить в стране, а само название «резиденция летива» это подразумевает. Также были такие формулировки отказов, как, например, этот тип визы не прописан в едином иммиграционном кодексе, поэтому отказ консульства имеет право давать любой, даже не ссылаясь на причины. По факту не существует отдельных правил нахождения в Италии с этим видом на жительство. Поэтому для него действуют общие правила, о которых я сказал ранее. Налогообложение. С налогообложением в Италии вообще непросто. Например, дивиденды в Италии облагаются налогом в размере 26%. Обычно соглашение об избежании двойного налогообложения говорит, что если в стране, где был получен доход, вы уже заплатили налог, то в Италии вы заплатите разницу. Если налог был больше итальянского, то вы не платите в Италии ничего. Стать же налоговым резидентом Италии можно лишь в 2 случаях. Прописавшись в Италии, либо если вы находитесь 183 дня в году в совокупности в Италии. Если одно из этих правил выполнено, вы налоговый резидент Италии. Но если по факту я пока не живу в Италии, все равно нужно платить тут налоги. Для этого в законе об избежании двойного налогообложения есть пункт, что если вы налоговый резидент обеих стран, то вы платите налог там, где у вас центр жизненных интересов. Если вы приезжаете в Италию только на каникулы, то смотрят, где у налогоплательщика центр жизненных интересов. Если за пределами Италии, то и статус налогового резидентства отпадает. Не жить в Италии с этим ВНЖ само по себе конфликтует с судебными прецедентами, о которых я только что сказал, в частности в отношении намерений постоянно проживать в Италии. Но отдельных правил, касающихся постоянного или временного нахождения в Италии обладателем статуса резиденция летива нет, поэтому на его распространяются обычные правила не покидать Италию на срок больше 6 месяцев подряд, что позволяет не переносить центры жизненных интересов в Италию и не быть налоговым резидентом. Доход от аренды в Италии может входить в общую базу, либо облагаться в льготном режиме по ставке 21% или 10%. Это данные за май 2024 года на момент записи этого видео. Подоходный налог в Италии прогрессивный в 2024 году это 3 ступеньки от 23 до 43%. Также с этим разрешением на проживание для вас будет доступен единый налоговый режим Flat Tax в размере 100 тысяч евро на весь мировой доход в течение 15 лет. Требования к жилью.
Наличие жилья является обязательным требованием для получения визы для финансово независимых лиц. Жилье должно быть уже на этапе запроса визы. Поэтому, если у вас уже есть недвижимость в Италии, можно предоставить ее. Если нет, то вы можете ее купить, выбрав из сотен тысяч предложений на сайте immobiliare.it. Более того, мы в этом можем вам даже помочь. Либо, если покупать вы пока не планируете, то достаточно простой аренды. Как я сказал ранее, так как консульство может дать отказ в выдаче визы, даже не мотивируя его, жилье должно соответствовать вашему уровню. Скажем так, аренда в районе 1000 евро будет выглядеть более убедительно, чем письмо о гостеприимстве от приятеля, который сделал его вам за 200 евро. Мы всегда проверяем, чтобы жилье для наших клиентов соответствовало санитарно-техническим нормам, и в нем могли проживать все члены семьи. Консульство при рассмотрении запроса визы может запросить сертификат на такое жилье, чтобы было видно, во-первых, сколько человек там на самом деле уже живет, во-вторых, сколько всего может проживать. Опять же, если в недвижимость уже кто-то живет, это сразу выглядит очень подозрительно. Еще нужно подчеркнуть, что хорошая недвижимость в Италии, которая находится у вас уже в собственности, существенно увеличит шансы на получение этой визы. На сайте консульства Италии в Пекине об этом даже так и было написано открытым текстом. Продление и преобразование в другой тип. Как я сказал, основной минус – это отсутствие права на работу, но есть и второй момент – этот вид на жительство нельзя преобразовать в другой тип. Иными словами, если вы найдете работу в Италии, вы не сможете трудоустроиться, потому что данный ВНЖ этого не позволит. Но это ограничение можно обойти, как я сказал, через 5 лет, когда вы получите постоянный вид на жительство, с которым можно работать. Первые 5 лет сменить статус на другой, как я сказал, в работу по найму или бизнес невозможно. Так что, можно сказать, так, этот вид на жительство не конвертируется первые 5 лет до получения постоянного вида на жительство ЕС для длительного проживания, который почти делает вас гражданином ЕС. Более того, как я уже сказал, с таким видом на жительство можно даже переехать в другую страну Европейского Союза и даже работать там. Если же вид на жительство резиденция летива был получен по пенсии иностранцам, которые уже находятся в Италии на другом основании, но это вас, скорее всего, не касается, например, по работе по найму, такой вид на жительство можно будет переменять в другой тип. Например, я работал на стройке, имел вид на жительство для работы по найму, получил травму, мне начали выплачивать пособия по состоянию здоровья. По работе мне не продлят, в ожидании занятости тоже, потому что я не могу работать. В таком случае квестура выдаст мне вид на жительство резиденция летива. Когда со здоровьем станет лучше, я снова смогу выполнять мою работу, я смогу продлить свой ВНЖ, но уже как выбранное место жительства, а как лаворо субординато, или по-русски работа по найму. Какие права дает этот ВНЖ? То, что выбранное место жительства не дает вам права на работу и медицины, мы уже сказали несколько раз. Но что можно делать с этим типом вида на жительство в Италии? Вы можете пользоваться итальянской системой здравоохранения, но для этого нужно оплатить госстраховку в размере 2000 евро. Как я уже сказал, работники по найму платят даже больше. Эта страховка позволит вам выбрать семейного врача и пользоваться бесплатной итальянской медициной, оплачивая только небольшую сумму, так называемый тикет. Вы можете получить итальянскую прописку. Для этого нужно иметь жилье и, как правило, проживать в этом жилье 45 дней с момента запроса, в течение которого может прийти проверка с целью убедиться, действительно ли вы там проживаете или нет. Получение прописки не является обязательным, но прописка дает вам ряд привилегий, такие как с даты прописки начинается отсчет срока 10 лет для получения итальянского гражданства. Имея итальянскую прописку, вы можете приобрести автомобиль на итальянских номерах и, самое главное, открыть счет резидента, так как сейчас многие сталкиваются с проблемой открытия счета, особенно граждане России. Вид на жительство, выбранное место жительства дает вам право на получение постоянного ВНЖ через 5 лет, с которым, как я уже много раз сказал, можно работать и даже переехать в другую страну Европейского Союза. Через 10 лет прописки с этим видом на жительство можно получить итальянское гражданство. Также получив прописку, вы сможете пользоваться льготой на налоги, на вашу недвижимость и на вывоз мусора и так далее. Минусы получения итальянской прописки. Получение итальянской прописки дает много плюсов, но есть и несколько минусов, о которых будет нечестно умолчать. Получив прописку, ваши водительские права действуют только год. Украинские водительские права можно конвертировать в итальянские без сдачи экзамена. Россиянам и гражданам Республики Беларусь придется сдавать и теорию, и практику на итальянском языке с нуля. Вождение с недействующими правами через год расценивается как вождение без прав, даже если для России ваши права и все еще действуют. Штраф за вождение без прав в Италии от 5 до 30 тысяч евро с арестом автомобиля и конфискацией авто на штрафную стоянку с расходами за снятие аренды, естественно, за ваш счет. Прописавшись
для Италии, вы станете налоговым резидентом. Как я сказал ранее, это может быть как проблемой, так и нет. В случае, если Италия не является страной, в которой у вас центр жизненных интересов. Либо если доходы идут только от дивидендов, либо от аренды, разница в налогах будет не такая уж большая. Кроме того, есть режим flat tax в размере 100 тысяч евро на 15 лет, который также применим для этого вида на жительство. С чего начать? Во-первых, информации из этого видео уже более чем достаточно, чтобы сделать все самому. Во-вторых, нужно подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе разной информации об Италии, получать регулярную информацию о событиях и особенности жизни в Италии. В-третьих, если вы не хотите связываться с итальянской бюрократией и вообще любите, когда все проходит гладко, вы можете обратиться к нам за получением этого вида на жительство. Кто у нас впервые? Меня зовут Антон Гросс, я глава итальянской консалтинговой компании Trade Consulting SAS. Мы работаем в Италии больше 20 лет и можем подтвердить это документально. Впрочем, вот тут я вам покажу нашу выписку из торговой палаты, и вот это дата создания нашей компании. Мы оказываем полную поддержку в получении этой визы. Вы получите пакет услуг под ключ. Наша компания берет на себя решение любых предварительных отказов властей, например, выдачи визы. А наш опытный адвокат, который видел, конечно же, больше одного отказа в выдаче таких виз, может оспорить финальный отказ консульства. В комплект услуг входят такие вещи, как аренда или покупка жилья, как лично, так и по доверенности, получение самой визы для финансово независимых лиц и, конечно же, ВНЖ, получение итальянской прописки, медицинской страховки и даже открытие счета. Более того, мы сопровождаем наших клиентов в продлении и на всем пути к итальянскому гражданству или постоянному виду на жительство европейского образца для длительного проживания. Оплата, конечно же, поэтапная. Все контакты в описании под этим видео и в закрепе в комментариях.